Дональд Трамп заявил, что без сомнения Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина. Ваша команда ведет обмен проектами мирного соглашения между Путиным и Зеленским. Какая страна сейчас находится в более сильной переговорной позиции? Без сомнения, это Россия. Это гораздо большая страна. Это война, которой вообще не должно было быть. Честно говоря, ее бы не было, если бы я был президентом, и ее не было 4 года. Я наблюдал за этим и сказал: «Вау, они создадут здесь проблемы». Началось. И это могло перерасти в Третью мировую войну. Честно говоря, думаю, что сейчас этого, вероятно, не произойдет. Я считаю, если бы я не был президентом, могла бы быть Третья мировая война. Дональд Трамп заявил, что в Украине необходимо уже сейчас провести выборы президента. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы. Но я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с папой Львом в итальянском Кастель-Гандольфо. Встреча прошла во вилле Барберини, загородной резиденции понтифика, расположенной примерно в 30 километрах от Ватикана. Согласно заявлению Ватикана, папа Лев подчеркнул необходимость продолжения диалога и выразил надежду, что текущие дипломатические усилия приведут к установлению справедливого и прочного мира. На опубликованных фото и видео лидеры пожимают друг другу руки, беседуют и вместе выходят на балкон, приветствуя собравшихся. В ходе визита Зеленский также планирует встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам последних переговоров с представителями США и Европы ключевые положения будущего мирного соглашения все еще остаются предметом споров. Главным из них остается вопрос о территориях, на котором Россия настаивает. По словам Зеленского, количество пунктов в проекте соглашения сократилось с 28 до 20. Ряд предложений, которые Киев считал неприемлемыми, был исключен. Американская сторона проявляет стремление к компромиссу, однако территориальные вопросы остаются самыми сложными, отметил президент. Он подчеркнул, что Украина не может идти на уступки в вопросах, противоречащих Конституции и международным нормам. «Россия требует передачи территорий, но мы на это не согласны», заявил Зеленский. Отдельно президент остановился на теме гарантий безопасности. По его словам, наиболее надежные гарантии Украина может получить только от Соединенных Штатов, при условии их юридического закрепления, например, посредством голосования в Конгрессе, а не в форме политических обещаний. Сегодня в Лондоне вместе с Киером Стармером мы провели совместную беседу с партнерами. Присутствие было представительным. Финляндия, Италия, Польша, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Турция, генсек НАТО, а также президенты Европейского совета и Европейской комиссии. Координируемся, чтобы голос Европы был учтен по всем вопросам, касающимся Европы. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский пообщался с прессой в режиме аудиосвязи. Он сообщил, что стране не хватает около 800 миллионов долларов на закупку американского оружия, которое она планировала приобрести в этом году при поддержке европейских союзников. На этот год нам еще не хватает примерно 800 миллионов, а раньше не хватало 1,5 миллиарда. Но сегодня Нидерланды... Мы благодарны за положительное решение по программе. Они выделили 700 миллионов. Хочу поблагодарить Дика Схофа, спасибо тебе и спасибо Нидерландам за такое решение. Поэтому рассчитываем на Соединенные Штаты Америки. Боремся, ищем деньги на пору, работаем вместе со всеми. Зеленский отметил, что переговоры с лидерами Великобритании, Германии и Франции в Лондоне прошли продуктивно. Украина намерена представить Вашингтону пересмотренный план прекращения войны с Россией. Зеленский охарактеризовал обсуждения как конструктивные, но непростые. В принципе, у нас документ уже готов. Сейчас нам нужно согласовать это с американской стороной, как в целом в инфраструктуре гарантий безопасности Украины. Где там место коалиции? Очень не хочется, чтобы были какие-то спорные вещи. На встрече с фермерами Трамп прокомментировал ход переговорного процесса по Украине и позицию Европы по отношению к мирному урегулированию и отношениям с США. Очевидно, ваша администрация ведет переговоры с обеими сторонами. Так как мира до сих пор нет, будет ли ваша администрация продолжать участвовать в этих переговорах, чтобы добиться мирного соглашения? Я просто хочу, чтобы перестали убивать людей. Вы знаете, Байден дал им 350 миллиардов долларов.
А я им ничего не давал. Я дал им джавелины в самом начале, и они подбили чертову кучу танков. А Обама давал простыни, помните? Обама давал простыни, а я — джавелины. Но у нас там отличная ситуация, за одним исключением. Гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось. У вас украинские, в основном украинские, солдаты и российские солдаты. В прошлом месяце погибло 27 тысяч солдат. В основном военные, несколько человек из-за того, что ракета упала в центре Киева или где-то там. Это ужасно, но в основном солдаты. 27 тысяч солдат погибло за прошлый месяц. Вот чего я хочу. Как вы знаете, сейчас мы продаем НАТО технику по полной цене. А НАТО берет эту технику и, наверное, отдает Украине. Полагаю, могут отдавать и другим, но в основном Украине. И они работают с Украиной по каналам поставок техники, ракет и так далее. Но мы не тратим деньги. Также Трамп назвал штраф в 120 миллионов евро, наложенный на социальную платформу Илона Маска X регуляторами Евросоюза, серьезным, и заявил, что не понимает, как европейские регуляторы могли обосновать такое решение. Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо. Очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась. Они идут в очень плохом направлении. Это серьезная проблема. Издание «Нью-Йорк Пост», считающееся одним из наиболее любимых таблоидов Трампа, опубликовало статью под заголовком «Импотентные европейцы могут лишь злиться, пока Трамп справедливо отодвигает их от украинского урегулирования». На фоне заявлений и переговоров, проходящих во Флориде, Лондоне и в преддверии встреч в Брюсселе, позиция президента США проявилась неожиданным образом, через простое нажатие кнопки «Нравится» под этой статьей. Вот некоторые ее моменты. Фирма Уиткофф, Рубио и Кушнер предложила мирный план из 28 пунктов, который может обеспечить американские интересы, стабилизировать отношения с Россией и выстроить новый баланс сил. Этот план — тройная победа для европейцев, но ведут они себя как плохие проигравшие. По данным The Guardian, Владимир Путин допустил ошибку, отказавшись от предложения Дональда Трампа. Экономический кризис в России может ускорить его политическое падение. Колумнист Саймон Тистел пишет, что после 2 лет роста, поддержанного военными расходами, экономика стремительно ослабевает. Доходы от нефти и газа, обеспечивающие до половины бюджета, сократились на 27%. Инфляция достигла 8%, а ставки превышают 16%. Бюджетный дефицит растет, резервы истощены, госмонополии утопают в долгах. По словам автора, россиянам приходится платить больше даже за водку. Ее цена выросла на 5%. Люди в Британии, которые считают, что ими правят дураки, должны присмотреться к президентам России и США. Владимир Путин планомерно разрушает свою страну. Его собственная, сознательно начатая война в Украине — экономическая, финансовая, геополитическая и гуманитарная катастрофа для России, которая с каждым днем становится все хуже. По каким-то своим мутным причинам Дональд Трамп, еще одна национальная угроза, предложил ему на прошлой неделе спасательный круг. Но Путин его отверг. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с Владимиром Путиным сослался на выдуманную статью хорватского сатирического портала Newsbar, публикующего пародийные новости под лозунгом «Факты относительны». Володин процитировал сатирическую заметку о проворовавшемся албанском искусственном интеллекте, министре, перепутав при этом детали и утверждая, будто Албания состоит в Евросоюзе. Ошибочное высказывание спикера без проверки опубликовали официальный сайт Кремля и агентство РИА Новости, где цитата остается доступной до сих пор. В одной из стран Евросоюза взяли и министра назначили в виде искусственного интеллекта, а сейчас уже к нему предъявляют претензии, потому что он проворовался. Нет базовых законов, которые бы регулировали вопросы, связанные с искусственным интеллектом, роботом и человеком. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о достигнутой договоренности с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, согласно которой Анкара будет гарантировать бесперебойные поставки российского газа в Венгрию. На пресс-брифинге в Стамбуле Орбан отметил, что в текущем году страна получила около 7,5 миллиарда кубометров газа по газопроводу «Турецкий поток». Сегодня мы обсуждали вопросы энергетики. Возможно, вы слышали, что Венгрия достигла соглашения с Соединенными Штатами о том, что американские санкции против российского газа и нефти не касаются Венгрии. Возможно, вы также слышали, что на прошлой неделе мы договорились с Россией о том, что они продолжат поставлять нефть и газ, предназначенные для Венгрии.
С точки зрения нашей энергетической ситуации, это ключевой вопрос. У нас нет других источников. Сегодня я договорился с господином президентом, что вы, турки, обеспечите маршрут, по которому мы сможем получать газ из России в Венгрию. В Сирии проходят масштабные празднования по случаю первой годовщины свержения режима Башара Асада. В Дамаске и Алеппо тысячи людей собрались на центральных площадях, участвуя в концертах и шествиях власти, организовали военные парады. А новый глава государства Ахмед аш-Шараа заявил, что страна вступает в новую главу своей истории. Торжества охватили весь день и завершились праздничными мероприятиями по всей стране. На Гавайях вулкан Килауэа начал извергать лавовые фонтаны сразу из 3 магмовых точек. Это считается довольно редким природным явлением. По данным Гавайской вулканологической обсерватории США, это уже 38-й случай извержения вулкана с декабря 2024 года. В южном кратере фонтаны лавы и пепла поднимаются на высоту около 370 метров. Это равно 100 этажам жилого дома. Фонтаны северного кратера оказались ниже, около 150 метров. Извержения продолжают привлекать внимание ученых и туристов, наблюдающих за необычными природными эффектами на островах. Специалисты продолжают отслеживать активность Килауэа, предупреждая о возможных изменениях в силе извержений.